Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить хлеб высокой влажности, а конкретно влажность теста на этот хлеб составляет 80%. Этот хлеб максимально напоминает по вкусу и текстуре хлеб чиабатто. Я поделюсь особенностями влажного теста и подхода к нему. Этот хлеб все-таки требует некоторого опыта работы с тестом на закваске, однако при соблюдении техники и всех нюансов получается этот хлеб даже у новичков. Все ингредиенты, как всегда, сейчас на экране и в описании. Здесь ингредиенты на одну булочку, я же в видео буду готовить две. Как всегда, я вам показываю температуру у себя на кухне в Цельсиях и по Фаренгейту, и также температуру жидкости. Если у вас дома более прохладно, то температуру воды или сыворотки берем более теплую. Если у вас дома жарче, то жидкости должны быть более прохладные. Для этого рецепта можно использовать либо воду, либо сыворотку. У меня сегодня сыворотка из-под йогурта, и на одну булочку нам понадобится 250 мл сыворотки или воды. И сюда же добавляем 325 грамм муки. Здесь у меня белая мука, это мука хлебная, и процент белка здесь 12,7. Если вы часто печете со мной, то знаете, что я использую чаще всего муку общего назначения, где белок 11,7%. И она работает для большинства хлебов. Однако, чем выше влажность у хлеба, тем более важен и критичен становится хороший белок, высокий белок. То есть для этого хлеба мука 11,7 не подойдет. Поэтому здесь я использую хлебную муку. Вымешиваем тесто на данном этапе до полного увлажнения муки, и тесто получается вот такое. Оно липкое, рвется, тянется к рукам и совершенно не имеет никакой текстуры. Благоприятные температуры ферментации этого теста 23-24 градуса по Цельсию или 73-75 по Фаренгейту. Чтобы проверить температуру теста, просто опускаем термометр в тесто и смотрим, подходящей температуры или нет. Именно поэтому в начале рецепта я всегда вам показываю температуры дома и температуру жидкости, при комбинации которых мы получаем правильную температуру ферментации теста. На данный момент тесто у меня готово, оно будет отдыхать, и оно может отдыхать на этом этапе от часа до 3. В зависимости от вашего расписания смотрите, как вам удобно. Я оставила примерно на час. Закваска в этот момент у меня уже поднялась 2 раза. Я сегодня ее покормила в районе 9 утра, и она в принципе уже готова к использованию. Но тесто не готово, и закваска еще может подняться, поэтому я пока ее отставлю в сторону, пока тесто стоит. Через час тесто не сильно изменилось, оно выглядит по-прежнему рваным и стало еще более влажным. Закваска поднялась в этот момент еще больше. Посмотрите, как поверхность покрылась пузырями. И по рецепту нам понадобится 100 грамм пшеничной закваски на пике 100% влажности. Посмотрите, как хорошо выглядит закваска. И далее нам понадобится либо стационарный миксер, либо ручной миксер с насадкой крюк. Мы будем вымешивать тесто и закваску. И на небольшой скорости миксера начинаем вмешивать закваску в тесто примерно около 1 минуты. После минуты нужно будет повысить скорость миксера до 4 и повымешивать еще тесто минут 7-8. С помощью миксера на данном этапе мы развиваем максимально нашу клейковину, которая в дальнейшем станет каркасом для подъема теста. Именно она создаст текстуру и структуру теста и поднимет наш хлеб вверх. На данном этапе очень сильно иногда хочется компенсировать это время стояния и вымешивания путем добавления скорости миксеру. Однако это не совсем правильный подход, потому что высокая скорость миксера может порвать клейковину, наоборот ее разрушить, и тесто полностью потеряет всю свою форму. Поэтому ставим таймер и набираемся терпения и вымешиваем 7-8 минут на данном этапе. И у нас остался последний ингредиент, это соль. На одну булку хлеба нам понадобится 7 грамм. Снова ставим миксер на 4 и продолжаем вымешивать тесто еще 3-5 минут. Соль возьмет на себя часть воды, она немножко подсушит тесто и визуально будет выглядеть, что тесто как будто собралось и начало наматываться на крюки. Тесто станет более гладким, блестящим и оформленным. И если вы обратите внимание сейчас на стенки миски, то тесто как бы начало само отделяться от стенок. Как только тесто стало блестящим и гладким, накрываем его крышкой и даем ему отдохнуть минут 5, и теперь проверим на глютеновое окно. Для этого я руки смочила водой и беру кусочек теста и начинаю его растягивать. Посмотрите, какое оно гладкое, блестящее и эластичное, хорошо тянется. Тесто готово. Сейчас я его переложу в чистую чашку, эту чашку я сбрызнула водой, чтобы тесто не прилипало. И я поделила свое тесто на 2 части. Еще раз обращаю внимание, что если вы готовите одну булочку хлеба, то вам делить ничего не нужно. Я готовлю 2, поэтому я тесто разделила на 2 части. Сейчас я тесто округляю, каждый кусочек я буду округлять отдельно, и далее вам буду показывать только один. Посмотрите, какое блестящее тесто получилось.
И на данном этапе снова накрываем его крышкой и оставляем на отдых на 2 часа. Температуру ферментации я уже показала. Через 2 часа я буду делать ламинирование теста. Для этого стол нужно смочить водой. Это можно сделать либо с помощью тряпочки чистой смоченной водой, либо спреем покрыть небольшим количеством воды стол. И выкладываем тесто на стол. С влажным тестом нужно работать очень аккуратно, чтобы не нарушить его текстуру и структуру и не порвать. Растягиваем теперь тесто в прямоугольник, стол у меня влажный, руки тоже влажные, и если нужно, я рядом поставила чашку с водой, слегка смачиваю пальцы снова водой. Ламинирование теста нужно для того, чтобы еще больше укрепить глютеновые связи и создать более красивую текстурную структуру у мякиша хлеба. Как только тесто растянули достаточно тонко, накидываем края теста друг на друга с нахлестом. Потом снова складываем это тесто пополам, подтягиваем края и снова складываем все это пополам. Перекладываем снова тесто в чашку, накрываем крышкой и оставляем снова на ферментацию на те же самые температуры еще на 1 час. Через час тесто визуально не сильно поменялось, оно расслабилось и вот так оно выглядит. Далее тесту нужно будет сделать 3 раза складывания. Я вам покажу первое складывание, второе я вам показывать не буду и потом покажу третье. И каждое складывание будем делать через час. Это тесто достаточно влажное, но более деликатное, поэтому техника здесь растягивания и складывания не подходит. И для этого теста обычно используют так называемое спиральное складывание. Для этого пальцы в смоченной воде я проталкиваю с боков под тесто, слегка подтягиваю тесто вверх, тесто начинает закручиваться, потом мы тесто поворачиваем, повторяем эти движения с другой стороны и снова поворачиваем тесто и снова повторяем эти движения с другой стороны. И еще раз повторю, что такие складывания нужно будет всего сделать 3 раза через 1 час. На данный момент я чашку снова закрываю крышкой, и второе складывание я вам показывать не буду, покажу вам третье, потому что тесто уже немного изменилось. Оно немного увеличилось в объеме и покрылось мелкими пузырями, оно стало более гладкое и эластичное. С таким влажным тестом работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить его структуру. Оно легко может порваться и потерять свою форму. Поэтому складывание все делаем бережно и тянем тесто только до тех пор, пока оно само тянется. Третье складывание я уже закончила. На данном этапе накрываем снова тесто крышкой и убираем его при тех же температурах еще на 1 час. Через час тесто выглядит гораздо более пушистым и объемным. Оно поднялось практически в 2 раза и покрылось пузырями со всех сторон. Присыпаем стол обильно мукой и выкладываем тесто на стол. Тесто это очень липкое. Обычно тесто высокой влажности 75-80% считается достаточно тестом сложным для работы, но это всего лишь требует немного опыта и привычки. Это тесто действительно влажное и очень-очень липкое. Распределяем тесто в небольшой прямоугольник, подхватываем края теста снизу и накладываем их друг на друга с нахлестом и затем сворачиваем в рулет. Этому тесту мы не будем делать предформовку, это единственная формовка и его окончательная форма. Проходимся по тесту со всех сторон и закрываем все отверстия и перекладываем тесто в корзинку швом вверх. Корзинку свою я заранее припылила рисовой мукой, рисовая мука не прилипает и она хорошо подходит для влажного теста. Вот так тесто выглядит в корзинке, оно не очень большое. Сверху я его присыпаю снова небольшим количеством муки и закрываю пленкой, чтобы пленка не прилипла к тесту. И убираем это тесто в холодильник на ночь. У меня уже наступило утро, и выпекать свой хлеб я буду вот в такой чугунной кастрюле, которую теперь нужно разогреть вместе с духовкой до температуры 260 градусов по Цельсию или 500 по Фаренгейту. Моя духовка уже нагрелась и кастрюля тоже нагрелась, и самое время подготовить хлеб. Хлеб у меня холодный, я его только что вынула из холодильника, стряхиваем остатки муки с поверхности, делаем глубокий надрез где-то примерно около 1 см глубиной, сбрызгиваем немного хлеб водой и отправляем его выпекаться. Выпекать будем при температуре 260 градусов по Цельсию, 500 по Фаренгейту с крышкой первые 25 минут. Затем крышку нужно будет снять, температуру понизить до 230 градусов по Цельсию или 450 примерно по Фаренгейту и допечь хлеб еще 5-8 минут до золотистого цвета.
И вот такой симпатичный хлебушек у нас получился. У него хороший гребешок, небольшой, но очень хороший, хорошее раскрытие, тоненькая хрустящая корочка и очень интересный мякиш, который сильно напоминает хлеб чиабатта. Ну и особенность этого хлеба – это то, что его обязательно нужно оставлять на холодную ферментацию. В этом случае у него получается такой правильный мякиш, текстурный мякиш, очень вкусный, и он хорошо держит форму и поднимается вверх и не расплывается. И общая масса этого хлеба получилась практически 600 грамм. Ну и все хлеба с большой влажностью обычно имеют достаточно большие отверстия в мякише. Давайте разрежем, посмотрим, так ли это. И да, это вы действительно видите так. Смотрите, какие большие отверстия. И текстура действительно немного напоминает хлеб чиабатта. Очень мягкий, очень нежный, вкусный и текстурный. И как обычно, если у вас остались вопросы, на все вопросы я отвечаю в комментариях.